Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами приготовим очень интересное и, конечно же, вкусное печенье в виде вот таких вот симпатичных подсолнухов. Готовится печенье очень просто, а процесс понравится не только взрослым, но и детям. Так что смотрите видео до конца и не забудьте подписаться на мой канал, если вы еще не сделали этого раньше. И в который раз я призываю вас становиться спонсором моего канала. Всю информацию вы найдете в описании под этим видео. Итак, приступаем к приготовлению печенья. Список ингредиентов очень простой, поэтому трудностей у вас точно не возникнет. Пшеничную муку высыпаем в чашу от миксера, добавляем желтки, сливочное масло комнатной температуры и сахарную пудру. Замешивать мы будем в планетарном миксере, я использую насадку лопатка, но в принципе можно все сделать руками. На это вам понадобится больше времени, конечно, в миксере сделать гораздо проще. Теперь нам нужно взять большую половину теста и где-то 1/3 отложить в сторону, так как туда мы еще будем добавлять какао. И руками вымешиваем вот такой вот шарик, оборачиваем его пищевой пленкой и убираем в холодильник на 1 час. В оставшееся тесто, которое у нас находится сейчас в чаше миксера, мы добавляем какао и уже руками вмешиваем какао до получения однородности, то есть у вас должно получиться красивое шоколадное тесто. Вымешивайте руками, пока не получится вот такой вот симпатичный шоколадный шарик. Его тоже оборачиваем пищевой пленкой и также убираем в холодильник на 1 час. Я все-таки не рекомендую оставлять тесто на ночь в холодильнике, потому что оно будет очень твердым и работать с ним будет непросто. Конечно, можно будет его оставить при комнатной температуре, слегка помять. Вы видите, мое тесто провело в холодильнике ночь, поэтому с ним работать не так просто. Все-таки часа в холодильнике будет вполне достаточно. И для печенья нам понадобится 2 формочки. Большое кольцо диаметром 8 см и колечко поменьше 4 см. Сейчас показываю, как мы формируем подсолнух. Итак, мы вырезали большое колечко, серединку маленьким колечком и заготовку сразу перекладываем на противень. Обрезки теста не выбрасываем, они нам еще пригодятся, поэтому просто скатываем их в шарик. Теперь нам понадобится шоколадное тесто. Точно так же его раскатываем. Если тесто слишком твердое, то разомните его немножко руками. Вырезаем кругленькую серединку и выкладываем его в наш будущий цветочек. Для удобства вы можете сразу вырезать белую заготовку цветочка и разложить их на противень. И уже потом раскатывать серединку и в каждый цветочек ее выкладывать. Делайте как вам удобно. И теперь я покажу, как мы будем формировать наш цветочек. Итак, убираем обрезки. Для того, чтобы перенести цветочек на противень, можете использовать шпатель вот такой. Теперь берем обычную чайную ложку и делаем вот такие вот палочки, то есть формируем лепестки у нашего цветочка. Можно, конечно, взять нож, но нож будет слишком агрессивный, нам не нужно прям совсем прорезать цветочек. Просто слегка надавливаем для формирования вот таких вот лепесточков. Уже красиво, правда? Теперь делаем небольшие отверстия, просто ложкой надавливаем, для того, чтобы цветочек выглядел более реалистично. Вообще, если потренироваться, можно придумать абсолютно любой цветочек, но подсолнух выглядит весьма симпатично. Так, красиво. Теперь делаем такие импровизированные семечки у нашего подсолнуха в произвольном порядке. Тут главное получать удовольствие от процесса и наслаждаться полученным результатом. И посмотрите, это выглядит уже красиво, печенье еще не готово, но согласитесь, прям очень красиво. И, как я уже говорила, в готовые наши белые основания для цветочка выкладываем шоколадную серединку и можно формировать цветочек уже непосредственно на противне.
Вы, конечно, можете пофантазировать и сделать цветочек наоборот, то есть основание будет шоколадное, а серединка белая. Тоже будет симпатично, я не пробовала, но вы, конечно, можете это сделать и присылайте мне ваши результаты в ТикТок или в Инстаграм. Мне всегда интересно посмотреть, что у вас получилось, так что не стесняйтесь. Теперь разогреваем духовку до 160 градусов и выпекаем печенье до золотистого цвета примерно 10-12 минут. Пока выпекается один противень, я раскатываю еще печенька, то есть у меня получится всего 2 противня. Вот он, второй противень. Из остатков я сформировала вот такие печеньки, тоже очень вкусные. И вот второй противень тоже уже готов. Посмотрите, какая красота получилась. Печенье действительно выглядит интересно. И оно правда вкусное, с насыщенным сливочным вкусом. Попробуйте обязательно. Если вам не хочется делать печенье в виде цветочка, можете приготовить просто в виде кружочков или фигурки любые. Берите любые вырубки для печенья, которые у вас есть, либо просто скатывайте шарики. В любом случае получится вкусно. Но если вы хотите занять чем-то своих детей, то этот вариант идеальный, так что обязательно попробуйте. А я хочу напомнить, что видео на моем канале выходят 2 раза в неделю, по вторникам и пятницам в 13:00. Поэтому, если вы не хотите пропустить новые видео, обязательно подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчик, так вы вовремя получите уведомления. А если вы хотите первыми получать новые видео, то становитесь спонсором моего канала, и вы всегда первыми будете знать, какое видео выйдет в тот или иной день. Так что буду рада вашему участию в создании качественного контента на моем канале. Я надеюсь, вам понравится этот рецепт. Обязательно пробуйте, подписывайтесь. Всем спасибо, берегите себя и до скорых встреч. Всем пока!